Перевод. Охваченный волнением и любовью, Видура обнял его, Удаву, неразлучного спутника Господа Кришны и некогда одного из лучших учеников Брихаспати. Затем он попросил Удаву рассказать ему о семье Господа Кришны, личности Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Видура по возрасту годился Удаве в отцы, поэтому при встрече Удавы поклонился Видуре, а Видура обнял Удаву как родного сына. Панду, брат Видуры, был дядей Господа Кришны, а Удава приходился Кришне двоюродным братом. Согласно обычаю, Удава должен был почитать Видуру как собственного отца. Удава был приемным сыном и учеником Брихаспати, великого ученого жреца и духовного учителя полубогов, и обладал глубоким познанием логики. Видура спросил Удаву о благополучии своих родственников, хотя знал, что тех уже не было в живых. Этот вопрос может показаться довольно странным, но, по словам Шрилы Госвами, известие о гибели родственников так потрясло Видуру, что, желая узнать, как это произошло, он решил расспросить об этом всем Видуру. Таким образом, вопрос Видуры был вызван не столько практическими соображениями, сколько его психическим состоянием. You read it in the verse? Yeah, verse and purport. What? Yeah, I finished the purport. I cannot understand. I finished the purport. No, you have to read the verse. Verse again, yeah. The Sanskrit and the... Savasudevanucharam prashantam Brahaspate pratanayam pratitam Alingyagadam pranayena vadram svanam aprichat bhagavat prajanam. Охваченный волнением и любовью, Видура обнял его, Удаву, неразлучного спутника Господа Кришны и некогда одного из лучших учеников Брихаспати. Затем он попросил Удаву рассказать ему о семье Господа Кришны, личности Бога. There's a very good example of psychology being used in the relationships. Это очень хороший пример того, как психология используется в взаимоотношениях. Prabhupada explains in the purport. Прабхупада в комментариях объясняет, that Vidura's inquiry was more of a psychological nature rather than practical. Что расспросы Видуры были более психологического, чем практического характера. So one might think, such a question is not very honest, not very straightforward. Кто-то может подумать, этот вопрос может быть не особо честный или не прямой. To be honest would mean that Vidura should have not asked such a question because he knew already the devastating news. Можно было бы сказать, что если бы Видура был честным, то он бы не задавал этот вопрос, потому что он знал эти ужасные новости. And he should just have straight away, he should have told Udava, about this the news he knew already, and then from that platform on have a conversation. С этой точки зрения он должен был бы Удаве сразу сказать, что он уже знает об этих новостях, и исходя из этого уровня уже дальше развивать разговор. But because of his feelings and also considering the feelings of Udava, he did not just blast out his emotions related to the devastating news. Но из-за своих чувств и зная чувства Удавы, он не так, что просто сбросил все это, не принимая в виду состояние Удавы. He considered the feelings of Udava. Он имел в виду и чувства Удавы, and also his own feelings. И его самого чувства. That's why he sort of avoided that topic. И поэтому он каким-то образом избегал этой темы. And he just started again to inquire. И он начал расспрашивать это с самого начала. As if he didn't know. Как будто он бы не знал. And then in this way, gradually they approached
subject matter. И таким образом постепенно они приблизились к этой теме. A very nice example. Это очень прекрасный пример. Of considering the feelings, the mood of another person. Как нужно принимать во внимание чувства и настроение другой личности. In a relationship, this plays a very important role. Во взаимоотношениях это играет очень важную роль. Why do people often not behave properly, not react properly, not speak properly? Почему часто люди не реагируют правильно, не говорят правильно или не ведут себя правильно? Why does it cause disturbance? И почему это причиняет беспокойство? Because they do not sufficiently consider the feelings of another person. Потому что они недостаточно принимают во внимание чувства другого человека. The whole Bhagavad Gita is an entire conversation between two personalities. Вся Бхагавад-гита — это разговор между двумя личностями. And just see how much Krishna considers the feelings of Arjuna. И просто посмотрите, как серьезно Кришна воспринимает чувства Арджуны. And in turn, Arjuna also, how he listened to Lord Krishna's arguments. И можно посмотреть на Арджуну, как он слушал аргументы Кришны. He also revealed his thoughts. Он также раскрыл свои мысли. He doesn't just say yes, 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 and then do something else. Это не так, что он сказал просто да, 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 а потом делает что-то совсем другое. One time Srila Prabhupada mentioned that we don't want any yes, yes man. Однажды Шрила Прабхупада упоминал, что мы не хотим иметь этих людей, которые есть, ну, которые совсем соглашаются, поддакивают. Officially you reply with yes, 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 but you don't really understand, and you don't ultimately you don't even carry out what the instruction you received. You just say yes, 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 yes. Вы просто всему отвечаете да, 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 но вы не понимаете, о чем идет речь, и это также не делаете. In German language, if you say yeah, yeah, and 2 times yeah, yeah, that means you really it's not very respectful. Если кто-то в немецком поменьше меня сказал там да-да, ну, то есть, ну да-да, это обычно такой признак неуважительного ответа. So Arjuna, he did not react like this. И Арджуна, он не реагировал таким образом. He took Krishna's instructions very serious. Но очень серьезно воспринял указания Кришны. And then he consequently revealed his thoughts, his mind. И после этого он также раскрыл свои мысли, свой ум. No, that's too difficult for me, Krishna. I cannot do this. Нет, для меня это слишком трудно, Кришна, я не могу сделать это. Because this is my reason and these are my thoughts. Потому что таковы мои соображения, такие мои мысли. And Krishna in turn also did not just ignore Arjuna's feelings. И в свою очередь Кришна также не просто проигнорировал чувства Арджуны. And tell him, he didn't tell Arjuna, you demon, I'm the supreme personality of God. Это не так, он не сказал Арджуне, How do you dare to answer like this? Ты демон, и же верховная личность Бога, как ты вообще смешаешься сказать мне, ответить таким образом? I will teach you a lesson. Вот я тебе сейчас проучу. No. Нет. He was also sensitive to the feelings and thoughts of Arjuna. Он также чувствовал мысли и чувства Арджуны. And he approached the same topic from a different angle. И он ту же самую тему изложил с другой точки зрения. And then it was easier for Arjuna to understand and to accept. И тогда для Арджуны было легче это понять и принять. So there are numerous examples in the Srimad Bhagavatam, especially also Chaitanya Charitamrita. И в Шримад Бхагаватам и особо в Чайтанья Чаритамрите есть много примеров этого. Of interactions between devotees. Как преданные взаимодействуют друг с другом. Or between devotees and non-devotees as well. Или же также как взаимодействуют преданные с непреданными. There are so many examples.
Есть очень много примеров этого. And we can learn from that. И мы можем научиться от этого. Sometimes we might even tend to think that these are exaggerations. Иногда даже нам может показаться, что это преувеличение. You know how the Vaishnavas, devotees among themselves behave according to these descriptions. Согласно тем описаниям, как вайшнавы преданные взаимодействуют друг с другом. Like one Vaishnava meets another Vaishnava and then they glorify each other extensively. Как один вайшнав встречается с другими, и после этого они очень продолжительно прославляют друг друга. Embracing each other, shedding tears. Они обнимают друг друга, у них текут слезы из глаз. We might tend to think, yes, this belongs to a different age. Можем подумать, ну да, это все часть другого века. Now we are living in Kali Yuga. А вот сейчас мы живем в Кали-юге. We have to do things in a different way. И мы должны делать вещи другим образом. All these wonderful examples are given so that we can learn from it and gradually try to come up to that standard. И все эти прекрасные примеры даются, чтобы мы научились от них и могли постепенно подняться на этот стандарт. And here we just have another example. И здесь мы имеем просто другой пример этого. You know how sensitive Vidura was in his meeting, talking to Uddhava. Как чувствительно вел себя Видура, когда он встретился и говорил с Уддавой. Because they were both very advanced personalities, spiritually advanced personalities. Потому что они оба с духовной точки зрения были очень продвинутыми личностями. Deva Bhaga, he was the brother of Vasudeva. Дева Бага, он был братом Васудевы. And Uddhava was his son, Deva Bhaga's son. И Уддава был сыном этого Девы Баги. And Vidura was much older. Видура и Видура был гораздо старше. Am I wrong? No. No. Yeah. He was much older. Да, он был гораздо старше. But because of the spiritual advancement of Uddhava, he immediately respected him, he embraced him. Но видя духовный уровень Уддавы, он сразу же обнял его. Of course, social etiquette is there. Конечно, здесь присутствовал социальный этикет. The general social etiquette always must be that the juniors, they have to respect seniors, superiors. Обычно социальный этикет означает то, что младшие всегда должны уважать более старших. We talk about age now. Мы сейчас говорим о возрасте. The juniors always have to show respect. Более младшие всегда должны оказывать свое уважение. That's the principle. Это принцип. That's the etiquette. И такой этикет. Someone is superior in age, you have to respect them, whether you like it or not. Если кто-то старше вас по возрасту, то вы должны уважать, нравится вам это или нет. You must show respect. Вы должны оказывать уважение. Sometimes you might even have to be silent. Иногда вам, может быть, придется остаться, то есть ничего не говорить. Although you might feel like speaking up, you have to Хотя remain у вас внутри такое очень сильное желание, может быть, что-то сказать. Like especially, of course, children or parents, they always must respect the parents under any circumstances. И в особенности, что касается детей и родителей, то дети всегда должны уважать родителей при любых обстоятельствах. If they don't agree with something, they should work it out somewhere else, not with the parents. Если они с чем-то не согласны, то они должны этот вопрос выяснить каким-то другим образом, а не прямо через родителей. But the respect always must be shown. Но уважение всегда должно быть оказано. That's the etiquette. Такой этикет. Exception might be that a younger person in age might be spiritually more advanced. Исключение могло быть таково, что если кто-то младше по возрасту, но он более духовно продвинут. Like in the case of Shukadeva Goswami. Как было в случае Шукадевы Госвами. He was a young lad, he was just 16 years old. Он был молодым парнем, ему было только 16 лет.
And the sages, Naimisharanya, they were, very advanced in age. Мудрецы Наймишарани по возрасту уже были очень стары. But because of Shukadeva Goswami's spiritual advancement, spiritual elevated status, they all showed respect. Но из-за возвышенного, продвинутого духовного стандарта Шукадевы все они оказали ему уважение. So that's an exception. И это исключение. And that should not be misused. И этим нельзя злоупотреблять. By thinking oneself to be spiritually very advanced. Думаю, что вот я же духовно так продвинут. Even Lord Krishna, he stick to that social principle. Даже Господь Кришна, он держался за этот социальный принцип. And sometimes he was touching the feet of superiors. Иногда он прикасался к стопам более старших. Or he paid his obeisances. И он подносил свои поклоны. He even washed the feet of Sudama Brahmana. Just imagine. Представьте, он даже омывал стопы Судама Брахмана. So Lord Krishna also showed that example. И Господь Кришна также показывал этот пример. In one purport in the Srimad Bhagavatam, Шрила Прабхупада writes. И в одном комментарии Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет. When the devotees learn how to properly interact with the different categories of devotees. Что когда преданные научатся, как правильно взаимодействовать с разными категориями преданных. Equal advanced devotees, less advanced devotees, more advanced devotees. Также продвинутых, как они сами, менее продвинутых и более продвинутых. He talked about the Kanishta-adhikari, Madhyama-adhikari, Uttama-adhikari. Он говорил о Каништа-адхикари, Мадхьяма-адхикари и Уттама-адхикари. So when we learn how to properly associate and relate to these different categories of devotees. И когда мы правильно научимся общаться и иметь взаимоотношения с этими разными категориями преданных, then we become happy in Krishna consciousness. Тогда мы станем счастливыми в сознании Кришны. And when we are not happy, very disturbed and depressed or whatever, it is often due to that consideration, due to that reason that we do not properly interact with the different categories of devotees. И часто, когда мы несчастны или взволнованы, часто то это причиной этого является то, что мы неправильно взаимодействуем с этими разными категориями преданных. Like the brahmacharis also. Как, например, также брамачари. They should see all the women like mother. Они должны смотреть на всех женщин как на матерей. The mother is superior. А мать, она старше вас. She is the parent of the son. Она же является одним из родителей сына. They always have to show respect. И они должны всегда оказывать уважение. In this way. Now, what to speak of a disciple, shishya? А что же говорить тогда об ученике, который шишья? He always has to show respect to Guru. Он всегда должен оказывать уважение гуру. Otherwise, immediately the etiquette is being violated. И иначе сразу же нарушается этикет. And then very difficult to become happy, satisfied. И тогда очень трудно стать счастливым и удовлетворенным. Because if violation is there, then there must be a reaction. Потому что если это нарушение, то должна последовать и реакция этого. So Uddhava and Vidura, they were very spiritually very advanced. И Уддава и Видура духовно были очень продвинуты. Even in Srimad Bhagavatam, there's one verse spoken by Krishna about Uddhava. В Шримад Бхагаватам также есть один стих, That verse to Uddhava directly. который прямо говорится Уддаве. He said, "My dear Uddhava, neither Lord Brahma nor Lord Shiva, Дорогой Уддава, ни Господь Брахма, ни Господь Шива, or even the goddess of fortune, и даже богиня удачи, are as dear to me as you are." Так дороги мне, как ты. And Vidura, we also know, he was very dear to Krishna. И мы знаем, что также Видура был очень дорог Кришне. And they could see Krishna.
И они были способны видеть Кришну, as he is, как он есть, due to their spiritual advancement. благодаря их духовному продвижению. The others could not see. А другие не могли видеть это. Although Krishna was visible, he was manifested to everyone. Хотя Кришна был видим и проявлен для всех, But many could not see Krishna as he is. но многие не были способны видеть Кришну, как он есть. That is due to one's spiritual advancement. И причина этому уровню духовного продвижения человека. Related to Vyasadeva, there's also one verse. Есть также один стих, в котором говорится о Вьясадеве, That due to his spiritually elevated position, что благодаря его духовно возвышенному положению, he sat down to meditate on Lord Krishna. Когда он садился медитировать на Господа Кришну, He could see Krishna. он был способен видеть Кришну. And at the same time, he could also see the external energy of the Lord. И он также был способен видеть внешнюю энергию Господа, How she was completely under the control of Krishna. как она полностью находилась под контролем Господа Кришны. So Krishna can only be seen by pure devotion, service, bhakti. И Кришну можно видеть только чистым преданным служением бхакти. There are two similar verses in the Bhagavad Gita. Есть два похожих стиха в Бхагавад-гите. That only by pure unalloyed devotion, service can I be seen as I'm standing before you. Что меня, Арджуна, как я стою перед тобой, можно видеть только с чистым, неперемешанным преданным служением. In the previous verse also, И также предыдущий стих. Шрила Prabhupada quoted from the Brahma Samhita. Шрила Прабхупада цитирует из Брахма Самхиты. That famous verse. Знаменитый стих. Which verse? 14. Previous verse. В предыдущем стихе. Yes, Premanjana Shrita Bhakti Vilochanina. That verse. Prabhupada quotes. Прабхупада его цитирует. And in that verse, Lord Brahma states, И в этом стихе Господь Брахма говорит, those who are in ecstasy of love with the Supreme Lord, те, кто охвачены экстатичной любовью к Господу, Верховному Господу, Shama Sundar Krishna, Шьяма Сундари Кришне, see him always in their hearts, всегда созерцают его в своем сердце, and due to love and devotional service rendered to the Lord. Благодаря любви и преданному служению Господу. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains in the purport to that verse. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур в комментарии к этому стиху объясняет, that the form of Shama Sundar Krishna is being described as blue, blackish. Что это образ Шьяма Сундари Кришны описывается как такой сине-черноватый. And that is not some worldly, mundane color. Это не является каким-то обычным мирским цветом. He explains it is the transcendental variegated color affording eternal bliss. Он говорит, что это трансцендентная, все время имеющая много различий цвет, который дает трансцендентное блаженство. In the mellow of a conjugal love. В сладости супружеской любви. In Sanskrit this is called Shringara Rasa. В санскрите это называется Шрингара раса. Shringara means conjugal. Шрингара это значит супружеской. So that particular color Lord Krishna has. И это конкретный цвет, который имеет Господь Кришна. His bodily hue. Оттенок его тела. It affords, facilitates that mood. Дает возможность проявиться этому настроению. In the spiritual world, every color has a meaning. В духовном мире каждый цвет имеет свое значение. I think here, even in the material world, also even this color, how do you call this, color treatment? Даже здесь в материальном мире есть такое понятие, как лечение цветом. You're exposed to different colors, and that supposedly
does something to the psyche, to the subtle body. Если, скажем, перед вами ставят разные цвета, то это должно оказывать влияние на вашу психику, на ваше тонкое тело. In the spiritual world, there are innumerable colors. А в духовном мире есть неограниченное количество цветов. Colors, combinations. И комбинации цветов. And every color has a specific meaning. И каждый цвет имеет какое-то конкретное значение. And many of those colors are manifestations of a particular mood of devotion to Krishna and love for Krishna. И многие из этих цветов являются конкретным проявлением любви и преданности Господу. There's a very nice verse in Jiva Goswami's Gopa Champu. Есть очень прекрасный стих Gopa Champu, написан Дживой Госвами. Имау гауди шамау манаси випаритау бахирапи спурат таттваставити буддха джаная нишчитам идам. Wise persons have determined Разумные люди определили, that though these two, Radha and Krishna, are black and golden, хотя эти двое, Радха и Кришна, являются черными и черным и золотистым, in their minds they are of the opposite color. В своих умах и у каждого есть как раз противоположный цвет. So externally also are their clothes. И внешне то же самое можно видеть в их одеждах. So nice. Это так прекрасно. Color of the clothes also has a meaning. Также и цвет одежды имеет свое значение. Radharani, she externally she's known as Gauri. Радхарани внешне называют Гаури. Gauri means golden, like molten gold. Гаури это значит золотой, как плавленное золото, расплавленное золото. But inside herself she is opposite. She's black. Но внутри она как раз имеет противоположный цвет, она черная. Blue, blackish in her heart, because she always thinks of В Krishna. своем сердце он такой то есть темно-синий, потому что она всегда думает о Кришне. And the Shyama Krishna, he is his bodily hue is blue blackish. А в свою очередь Шьяма Кришна, его оттенок его тела, он темно-синий. But inside he's Gaura. Но внутри он Гаура. Always thinking of Radharani. Всегда думая о Радхарани. So to express that, Krishna always wears a golden colored dhoti. И чтобы выразить это, Кришна всегда носит доти золотистого цвета. And Radharani always wears a dark blue sari. А Радхарани всегда носит темно-синий сари. And Jiva Goswami explains that is the true meaning of oneness. И Джива Госвами объясняет, что вот это есть настоящее понятие единства. Although they appear as two personalities, Хотя они кажутся двумя личностями, but factually they are one. Но фактически они один. But they have eternally separated for pastimes. Но они вечно стали различными для осуществления игр. It's another nice quotation. Krishna Mai, Krishna Yada Vitale Bahiri. Krishna Mai is another name of Radharani. Кришна Mai — это еще одно из имен Радхарани. Krishna is both outside and inside. Кришна и извне, и изнутри. Outside we see Krishna on the left side of Radharani. Внешне мы видим Кришну с левой стороны Радхарани. And inside Radharani we see Krishna. Но внутри Радхарани мы также видим Кришну. And when we talk about Krishna, И когда мы говорим о Кришне, then he always thinks about Radharani. то он всегда думает о Радхарани. Therefore it's so important to meditate, to think about Radharani. И поэтому так важно медитировать о Радхарани. Because here we have two Krishnas. Потому что сейчас мы имеем двух
Кришны. Krishna is sitting next to her. Кришна, который сидит рядом с ней. And inside Krishna. И Кришна, который внутри. When we think about Krishna, и когда мы думаем о Кришне, we have Krishna, мы имеем Кришну. And Radharani in this heart. И Радхарани внутри. В его сердце. В его сердце. В его сердце. So when we think about Radharani, two Krishnas. Но когда мы думаем о Радхарани, есть двое Кришны. About Krishna, one Krishna. А когда о Кришне, то есть один Кришна. And Radharani. И Радхарани. So that means he thinks about Radharani. Это значит, что он думает о Радхарани. So therefore, first we approach Srimati Radharani. Поэтому сначала мы обращаемся к Шримати Радхарани. And then we are safe on the path of approaching Krishna. И тогда мы, как сказать, на надежном пути к Кришне. Then it is explained. The color of what is called in Sanskrit technically Unata Ujvala Shringara Rasa is Shyama. И дальше говорится, что цвет, это, как в санскрите было написано, расы, является шьяма. That mood of a conjugal love. Это настроение супружеской любви. In its most intensified form. В своей наиболее интенсивной форме. It takes on that color. Оно принимает этот цвет. And then the color of Madanakya Mahabhava, this is Srimati Radharani's mood. И также цвет этого настроения Шримати Радхарани. That takes on a molten gold color. Оно принимает цвет расплавленного золота. That's explained in the line Tapta Kanchana Gaurangi. В этой строке Tapta Kanchana Gaurangi как раз это выражается. Krishna is known as the king of all loving devotional moods. Кришна известен как царь всех настроений любовной преданности. He's known as Rasaraj. Его также называют Расарадж. The king of all rasas. Он царь всех рас. Navaghana Shyama, that is his color. И это его цвет Навагана, Шьяма. Nava means new, like a new, fresh monsoon cloud. Нава это как свежий, как буквально новое такое свежее облако муссонного дождя. So when Lord Krishna takes on the mood of Radharani, и когда Господь Кришна принимает настроение Радхарани, then he naturally also takes on that color. Он тогда естественным образом принимает этот цвет. Inside of course he's Krishna. Внутри, конечно, он Кришна. But always thinking about Radharani and being in the mood of Radharani. Всегда, но он всегда думает о Радхарани, он находится в настроении Радхарани. Therefore he appears in that color. И поэтому он проявляется в этом цвете. So since we talk about colors, there's another nice story. И если мы уже заговорили о цветах, есть одна другая прекрасная история. Why all the forests, trees and leaves and greeneries, why they're green? То есть почему все леса, растения, зелень, почему она зеленая? It's a nice story. Есть прекрасная история об этом. Once Krishna, he looked at the forest. Однажды Кришна посмотрел на лес. And he felt so much attracted to the forest. И он чувствовал такое влечение к лесу. That his bodily hue mixed with the forest. Что его цвет тела он смешался с лесом. And the whole forest became bluish. И весь лес стал синеватым. All the leaves and the grass, everything blue. Все деревья, листья, они все стали синими. And then Srimati Radharani came. Но тогда явился там Шримати Радхарани. Wondering why is Krishna so absorbed in the forest. Думая, а почему Кришна так погружен в этот лес? And then she also looked at the forest. И тогда она также посмотрела в этот лес. And she became absorbed. И она также погрузилась в это. And then her color mixed with Krishna's color.
И тогда ее цвет смешался с цветом Кришны. And the whole forest became green. И весь лес стал зеленым. Blue and yellow mixed together. Если смешать синее и желтое, то получается зеленый. So next time you see the forest, something green, you can remember immediately Radha Krishna. То есть, если вы в следующий раз увидите лес и зелень, вы сразу же можете вспомнить Радха и Кришне. In that Brahma Samhita verse, it is explained that the devotees see the Lord with the eye of devotion. В этом стихе Брахма-самхиты описывается, что преданный видит Господа глазами преданности. And the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that refers to the eyes of the jiva, the soul. И Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что это относится к глазам дживы, души. With these mortal eyes we might not see Krishna. Нашими мирскими глазами мы можем и не увидеть Кришну. But when the eyes of the purified soul sees through these mortal eyes, then they can see Krishna. Но когда глаза очищенной души смотрят через эти мирские глаза, тогда они могут увидеть Кришну. Just like when you want to see through the camera. Например, если вы хотите посмотреть на что-то через видеокамеру. But the shutter is closed. Но, скажем, этот, как сказать, объектив закрыт. You just see black, you don't see anything. То вы там видите только черное, ничего там не видите. Shutter has to be lifted. То есть это затвор он должен быть открыт. Then you can see through the lens, through the camera. И тогда через линзу вы сможете увидеть что-то. Now we see through these mortal eyes, through the camera of these eyes. И также сейчас мы смотрим через наши мирские глаза, через как это, видеокамеру наших глаз. The soul is sitting inside and looking through these two cameras. И душа, она сидит внутри, через две видеокамеры наблюдает, что происходит вокруг. Unfortunately, the shutter is closed. Но, к сожалению, объектив закрыт, то есть затвор закрыт. We cannot see anything spiritual. И ничего духовного мы не видим там. And when we become purified, но когда мы очищаемся, then the shutter is lifted. То этот затвор открывается. Then we can see Krishna. И тогда мы способны увидеть Кришну. And that, of course, only happens by pure devotional service. Но это, конечно, только возможно совершить чистым преданным служением. We heard this so many times. Но мы слышали об этом столько много раз. Pure devotional service, purified, pure. Чистое, очищенное. What does it mean? А что же это значит? That no more desire to enjoy the material energy. Что нет больше желания наслаждаться материальной энергией. That desire is gone. Это желание ушло. Only we want to give enjoyment to Krishna. Мы хотим давать наслаждение только Кришне. And I don't want to enjoy. А я сам не хочу наслаждаться. Because it just doesn't work. Потому что It just doesn't work. Потому что это просто невозможно сделать. Like a hand, when the hand tries to enjoy the food. Например, если рука пытается насладиться пищей, it smears the halava over its palm. Она халаву, она размазывает по пальцам. It doesn't work. You cannot enjoy this way. Но не получается, все равно невозможно насладиться таким образом. When a conditioned soul comes to that intelligence, если обусловленная душа поднимается на этот уровень разума, derives to that intelligence, чтобы подняться на этом уровне, which is ridiculous, то она понимает, насколько это смешно. To try to enjoy separately from Krishna. Пытаться насладиться независимо от Кришны. Then it gives up that process. Тогда она оставляет этот процесс. And just focuses on giving enjoyment to the stomach, to Krishna. И она просто фокусируется на том, чтобы давать наслаждение желудку Кришне. And at that point, Krishna reveals himself. И в этот момент Кришна раскрывает себя. Yes, now you understood. Вот сейчас ты понял. Харе Кришна. Харе Кришна. Шримад Бхагаватам ки джай, Ло Преmanande ки джай.
Are there any thoughts? Какие-то мысли? You raised your hands simultaneously. Наверное, подняли руки, да. So who is... He's older. Yeah, who's older? Кто старше? Maharaj, you mentioned the importance of being respectful. Could you kindly explain how to be respectful in situations when obedience is not possible? A gross example could be when your parents are meat eaters and believe it's very nice thing. Как быть, как сохранять почтение в ситуациях, когда следование невозможно? Например, простой пример, когда ваши родители мясоеды и считают, что это благо для вас есть мясо. No, you show respect. Тем не менее, вы должны уважать. But when you talk about a particular subject matter, then you might not agree. Но когда вы говорите о какой-то конкретной теме, вы можете не согласиться. And that disagreement, then you have to present it in a very respectful way. Но ваше несогласие вы должны представить очень уважительным образом. This is my question, because obedience, usually respect is seen as obedience. So therefore, how to show that respect and be disobedient and being seen as respectful? То есть обычно уважение подразумевает подчинение, то есть как следование, то есть как можно выразить это уважение в то же самое время не следуя этой личности. No, the parents definitely they expect obedience. Родители, конечно, следование ожидают. Послушание. That is often not possible. Но это часто невозможно. But that also has to be explained to the parents in a very respectful way. Но это также нужно объяснить родителям очень уважительным образом. That mom and dad, I'm not 12 years anymore. Мой дорогой мама и папа, мне уже не 12 лет. I'm a little bit older now. И немножко постарше уже. So I do have also my own thoughts. И у меня есть также и мои мысли. And my realizations. И мои осознания. And I would like to, explain them to you. Я бы хотел выразить их вам. So that you maintain respect. И таким образом вы сохраняете уважение. But you also respectfully point out to differ. Но вы также уважительно указываете на то, что у вас есть другое мнение. And if it's done in a respectful, affectionate way, I think it's easier for parents to accept that. Если это будет сделано с любовью и уважением, то для родителей это будет легче принять. Then rather just disrespecting them. Чем просто не уважать их. By trying to teach your parents, child can never, teach. Как если вы пытаетесь учить своих родителей, ребенок никогда не может учить родителей. The parents will never accept that. Родители никогда это не примут. Now, my dear parents, I will instruct you. Родители понимают всегда, что вот я должен давать указания. At that point, you lost the parents. То есть, если вы начинаете ему давать указания, вы потеряли контакт. They will never be obedient to that. Они никогда не будут послушать этому. So as long as respect is shown properly, до тех пор, пока уважение правильно оказывается, they are more open to listen to the children. Они более открыты слушать своих детей. So respect does not necessarily mean all the time obedience. Поэтому уважение не всегда значит следование. These are two different issues. То есть это две все-таки различные понятия. Obedience in the case of a disciple, guru and disciple, then there must be obedience. Что касается взаимоотношений гуру и ученика, то послушание со стороны ученика должно присутствовать. Provided, of course, the guru is bona fide. Конечно, в таком случае, если гуру он истинный. So there the disciple cannot be disobedient. То есть в этом случае ученик не может оказывать непослушание. That is not possible. Это невозможно. My dear Guru Maharaj, respect. А не так, что Гуру Маharaj, со всем уважением. I don't accept your instruction. Я не принимаю ваши указания. It doesn't work. Так это не действует.
But in order to maintain one's spiritual life and surrender to Krishna, sometimes we might have to disagree. Но для того, чтобы сохранить свою духовную жизнь и духовное предложение, иногда мы должны не соглашаться. Even Шрила Prabhupada has shown often that example. Даже Шрила Прабхупада часто показывал этот пример. When he was in America in the early days. Когда в начале своего пребывания в Америке. Sometimes Prabhupada had close association with Mayavadi gurus in America. Иногда Прабхупада имел близкое общение с гуру Майявадой в Америке. Имперсоналистами. So socially, externally, he had a very respectful relationship. Социально, внешне у него были очень уважительные взаимоотношения с ним. But when it came to philosophy, he clearly expressed his disagreement. Но когда дело доходило до философии, то он четко выражал свое несогласие. He didn't make any compromise. Он не шел там на какие-то компромиссы. But still, he maintained that respectful relationship. Но тем не менее он поддерживал эти уважительные взаимоотношения. Because these are two different things. Потому что это две разные вещи. Okay, now we talk about philosophy. Итак, сейчас мы говорим о философии. Not about our relationship. Не о наших взаимоотношениях. We talk about philosophy now. Мы сейчас вот о философии говорим. And that's my stand. That's my position. И вот это положение, которое я выбрал. So when the philosophical discussion is over, но когда философская дискуссия заканчивается, then we are friends again. То мы опять можем быть друзьями. This verse says about emotional side, about love, tears, and it looks like it draws our attention to emotions. On the other hand, in our Vaishnava life, we do not stress so much emotions. We sometimes regard it as sentimental. So, at what moment emotions become significant that we can pay attention to it? Maybe some change in emotions. At what moment? At what moment we should pay attention to emotions, yes. Consider it deeply, like it is done here. Yes, yes. Мой вопрос, что в этом тексте подчеркнуты эмоции, такие как любовь, слезы, и как бы к этому внимание привлечено, что ли. А в нашей повседневной вайшнавской жизни эмоциям не уделяется столько значения, их часто даже называют сентиментальность какая-то. И вот в какой момент эмоциям уже как бы следовало бы уделять внимание и обращать внимание по сравнению с этим, что так обычно происходит. Какая-то перемена, переходный период какой-то. We should pay at that point attention to our emotions when we don't know how to deal with our emotions. Мы должны обращать внимание на наши эмоции в тот момент, когда мы уже не способны с ними справиться. Many devotees have that problem. У многих преданных есть такая проблема. They don't know what to do with their emotions. Они не знают, что делать со своими чувствами. Even in one letter, Srila Prabhupada wrote to one disciple, "Thank you very much for the sentiment in your letter." Даже в одном письме Шрила Прабхупада написал: очень благодарю тебя за сентимент, который ты, чувство, которое выразил в своем письме. The senti means senses, and ment means mind. То есть это слово, это senti, это как senses, по-английски чувство, а ment это mind или ум. We cannot ignore our mind and senses. They do exist. Мы не можем игнорировать свой ум и свои чувства, они существуют. Of course, you know that term sentimental, that's another discussion. That's also true. That the simple meaning is we overly give attention to the demands of our senses and mind. Конечно, это само понятие сентиментальный. Это уже другой разговор. Это тот случай, когда мы слишком большое внимание обращаем своим чувствам и своему уму. So that is also not favorable. Это также неблагоприятно. Overly giving attention. Слишком уделение большого внимания им. Like a practical example. Как практический пример. Guru, he instructs disciple, please bring some water. Как гуру дает указание ученику: пожалуйста, принеси мне воду.
Now, sentimentalism means И что в этом случае значит сентиментализм? the disciple begins to consider. Что ученик начинает рассуждать. He gives too much attention to his feelings. Он уделяет слишком большое внимание своим чувствам. And his feelings might, tell him, why water? И его чувство начинает ему говорить, а почему только вода? This is, Guru Maharaj is so austere. Гуру Махарадж настолько аскетичен. And how can I, facilitate that in austerity? I should give, comfort to my Guru Maharaj. И как же могу смиряться с этой аскезой? Я должен давать Гуру Махараджу какое-то удобство. It might be much better to bring him hot milk, some nice hot with a little honey. Было бы гораздо лучше принести ему горячее молоко, немножко меда там добавить. But then he thinks, but on the other hand, that's the instruction of Guru. Но с другой стороны, есть и указания Гуру. In this way, he goes back and forth in his mind, thinking. И таким образом он думает об этом указании, думает о своем чувстве, и ум его идет туда-сюда, туда-сюда. And he doesn't bring anything. А в конце концов он ничего не приносит. He's thinking and considering his, feelings and emotions. Он думает о своих чувствах, об эмоциях. So that is sentimentalism. Это есть сентиментализм. That disciple must be more practical. Этот ученик должен стать более практичным. But then you have the other extreme. Но также есть и другой крайность. The devotees, they entirely ignore their emotions and feelings. Это преданные, которые полностью игнорируют свои эмоции и чувства. Their heart becomes very hard. Их сердце становится очень жестким. They tend to become impersonal. Они имеют тенденцию стать имперсональными. Because to think about your feelings and that's they think that's sentimentalism. Что я должен о твоих чувствах думать, что ли? Это они считают, вот это сентиментализм. So they factually ignore other personalities by ignoring their feelings and thoughts. И таким образом они фактически игнорируют других личностей, игнорируя их чувства и мысли. And also suppressing emotions. In psychology, that's a known fact. If a person continuously suppresses his emotions, then that causes so many mental problems, illnesses, not just problems, illnesses. И также есть в психологии общеизвестный факт, что если человек постоянно подавляет свои чувства, свои эмоции, то это не просто приводит к проблемам, это приводит к болезням. Am I taking too much of your time? Может быть, слишком много вашего времени занимает. It is a very important point. Это очень важный пункт. That see what we often forget. Это то, что мы часто забываем. We have our physical body. У нас есть наше физическое тело. So if our body has some disease, если наше тело имеет какую-то болезнь, we cannot just ignore it. Мы не можем ее просто игнорировать. By telling ourselves this is sentimental to give so much attention to the body. Говоря нам, это сентиментально обращать слишком большое внимание на наше тело. No, something is wrong. We have to take care of it. Нет, если что-то не то, то нужно это исправить. I have to go to a doctor. Нужно отправиться к врачу. I have this illness, this disease, this problem. What should I do? У меня есть эта болезнь, это проблема. Что мне с ней делать? The mind is a subtle body. Ум это тонкое тело. When we talk generally, we talk about mind. We talk about our subtle body. Когда мы говорим об уме, мы имеем в виду наше тонкое тело. It's also a body. Это также является телом. It's not less realistic than our physical body. И оно не менее реально, чем наше грубое тело. It's even more realistic. С одной точки зрения, оно даже более реально. Because the physical body is temporary. Потому что физическое тело временно. So when we die, the soul is leaving the body, and this body is finished, but not the subtle body. Когда мы оставляем это тело, то оно умирает, и душа его оставляет, но тонкое тело оно забирает с собой. The subtle body is more real than the physical body. Тонкое тело более реально, чем грубое тело. But somehow, we devotees, we
understand the necessity to take care of the physical body, but not our subtle body. И как преданные мы каким-то образом мы понимаем необходимость заботы о грубом теле, но не о тонком теле. We think this is just some, ethereal manifestation of Maya. Мы думаем, это какое-то такое тонкое проявление майи. Ethereal. Tonka means subtle. Эфирное, какое-то эфирное, такое-то, значит, теоретическое такое не существует. Да, как от слова эфир. Element ether and ethereal body. То есть эфирное тело. So we tend to think it's an ethereal manifestation of the illusory energy of the Lord. Мы думаем, что это такое эфирное проявление иллюзорной энергии Господа. So we don't give any attention to it. И мы не обращаем ему никакое внимания. Till we are in trouble. До тех пор, пока мы не оказываемся в каких-то беде. There are more than 300 mental illnesses discovered by psychology. В психологии перечисляется открыто больше, чем 300 умственных заболеваний. And often we see, unfortunately, these different illnesses in devotees. И, к сожалению, часто мы можем видеть эти ментальные заболевания и в преданных. But they don't know what it is, they ignore it. Но они не знают, что это такое, они это игнорируют. Till they cannot, handle it anymore. До тех пор, пока они уже не способны с этим справиться. Just like if you ignore a serious physical disease, at one point the body collapses. Например, если вы игнорируете серьезную физическую болезнь, в какой-то момент тело уже сдает. And this is happening. И это случается. Subtle body collapses. И может таким же образом перестать действовать и тонкое тело. That manifests as incurable depressions. Это может проявиться как и депрессии, которые невозможно вылечить. Неизлечимы. Or total nervous breakdown or whatever. Или какой-то полный нервный срыв. Just because we ignored, suppressed and ignored our emotions and feelings. Потому что мы перед этим подавляли и игнорировали наши чувства и эмоции. By thinking that to be advanced means you're tough. Думали, что быть духовно продвинутым это нужно быть таким, нужно быть крутым, как твердым, таким, не имеющим никакие эмоции. That we somehow we equate to be spiritually advanced means you don't show any emotions. Мы как-то ставим, то есть мы считаем, что быть духовно продвинутым это значит не проявлять никакие эмоции. Like everybody's dancing, joyfully in the kirtan. Например, все радостно танцуют во время киртана. That's for the neophytes. Но это для неофитов. Let them express their emotions, and they do it at least, in Krishna service. Пусть они свои эмоции выражают, по меньшей мере они выражают это в служении Кришне. But I'm more advanced. Но я более продвинут. So I don't show anything, no reactions. И я ничего не проявляю с моей стороны, никакой реакции. Just I'm aloof. Я так возвышенно над этим нахожусь. I'm just observing neophytes. Я просто со стороны смотрю на этих неофитов. So that impersonalism is very, very deep in us. Этот персонализм, он очень глубок в нас. Following this, the impersonal mood, the mood of impersonalists in practicing Krishna consciousness. И таким образом мы следуем этому настроению имперсоналистов в практике нашего сознания Кришны. If a devotee approaches us, когда преданные обращаются к нам, we want to be aloof, from all these emotional stuff and relationships. Мы хотим так быть подальше от этих всей этой эмоциональной над всей этой эмоциональностью и взаимоотношениями. And then the other devotee wants to express, his feelings, his thoughts. А другой преданный он хочет выразить свои чувства, свои эмоции. My dear Prabhu, I was thinking. Дорогой Прабху, вот я же думал. And you reacted. What is this thinking? Вы так реагируете, что он думает, что ли еще? You're still thinking. Ты все еще думаешь? Surrender. Предайся. Like in Buddhism, this is one
technique by the Buddhist gurus. Как есть одна такая техника в буддизме, которую буддисты-гуру используют. They sometimes surprise the student. Они иногда удивляют ученика. They're just sitting peacefully together. Они просто сидят вместе с ним в спокойном месте. All of a sudden he slaps the student in the face. И вдруг он ему пощечину дает в лицо. And then the student, he goes, oh, why did he can just utter this why? А этот ученик говорит, а почему, за что? And Guru interrupts him immediately. И гуру сразу же его прерывает. You still thinking? А ты еще все еще думаешь? So we should not apply such techniques in our relationship with devotees. Мы не должны применять такую методы в своих взаимоотношениях с преданными. You still thinking? Ты все еще думаешь? Surrender. Предайся. That's not our process. Это не наш процесс. Our process is not ignoring, rejecting. Our process is purification. Наш процесс не игнорирование, не отвергание, наш процесс очищения. Like for instance, if you read Mahabharata, Ramayana, too much emotions. Скажем, если вы читаете Махабхарата, Рамаяну, там слишком много эмоций. It's not even recommended, for sannyasis to study so thoroughly. Что даже для саньяси не рекомендуется слишком глубоко это изучать. Not that they're more advanced than the eternal associates of the Lord. Но это не так, что они более продвинуты, чем вечные спутники Господа. They are more advanced. Но те являются более But продвинутыми. just see how many emotions they manifested. Но посмотрите, сколько там эмоций проявляется. But they were all purified Но они все очищены. in relationship with Krishna's eternal pastimes. В взаимоотношениях с вечными играми Кришны. Just when you read about the gopis in the Krishna book, Если вы, например, читаете в источнике вечного наслаждения о гопи, they were not just like Buddhists. они не были там какие-то как буддисты, Completely aloof of everything. которые там стоят над всем. The Krishna is coming to them. Кришна приходит к ним. Okay, so what? Да, подошел, ну и что дальше? And Krishna also didn't react in this way. И Кришна также не реагировал таким образом. Anyway, my dear gopis, why you are so sentimental? А дорогие гопи, что вы так сентиментальными стали? Just crying, weeping all the time. What is this? Что вы все время плачете, там глаза вытираете, что там с вами стряслось? Emotions are naturally. This is just a symptom of consciousness to have emotions. Эмоции, они естественно, это просто признак сознания. But we have to purify them. Но мы должны их очищать. And that's our process, purification. Это наш процесс очищения. So sometimes because we don't really know how to purify these emotions, we tend to ignore them. И поэтому часто, We think that's the process. если мы не способны очистить свои эмоции, то мы просто их игнорируем и думаем, что вот это и есть процесс предания. We think that's the process of purification, just neglect them, ignore them. Мы думаем, что вот этот процесс очищения заключается в том, что мы просто должны игнорировать их, оставить в стороне. And we might be successful for 10, maybe 20, maybe even 30 years. И мы можем добиться успеха в этом, может быть, 10, 20, может, 30 лет. And as soon as they tend to come back, hot. И как только они там начинают приходить обратно, то мы говорим, стоп. Maybe 40 years. Может, и 40 лет. But at one point, you cannot fight anymore. Но тогда приходит момент, когда вы больше не способны с этим сразиться. Then at the age of 60 years old, И тогда в возрасте 60 лет, and then we marry a young girl. и вы женитесь на молодой девушке, 20-летней, Could be our daughter, могла быть вашей дочкой, or even younger. а может помоложе даже. This is happening Это случается. because we just ignored, we rejected, ignored, and rather purify. Потому что просто игнорируем, отвергаем, вместо того, чтобы очищать. It's a long topic. Это большая тема. I think we can stop here. На этом можем остановиться. Srimad Bhagavatam ki jai, Jai. Gaur Premanande.